Выражаем благодарность Наргиз, Санджай Датт, Радж Кумар, Раджендра Натх, Ачала Сачдев, Шамми, Манорама, Прем Чопра, Равик Ханна и другие. Анджана Артс представляет. Семья, в которой женщины несчастны, в скором времени разрушится, но семья, в которой женщины испытывают счастье, всегда будет процветать. Законы Ману. Воспоминания. Первый в мире фильм с участием одного актера. В главной и единственной роли Сунил Датт. Автор сценария миссис Наргиз Датт. Песни исполняют Лата Мангешкар, Махендра Капур, Мисс Молли. Композитор Васант Десаи. Продюсер и режиссер Сунил Датт.
В этом доме есть кто-нибудь? Я как сумасшедший звонил и звонил. Никто не поднял трубку. Прия! Прия! Паван! Гита! Куда все попрятались? Алло, алло, алло! Кульдип, ты? Что случилось? Чем ты так напуган? Нет, ничего такого. Невестка дома? А что? Я хочу, чтобы она благословила меня. Благословила? Сумасшедший. Ты идешь покорять гору Эверест? Нет, это важнее всех гор. Я женюсь. Женишься? Да. Это тебя удивляет? Конечно, ведь до этого ты клялся, что навеки останешься холостяком. Я нарушил эту клятву. Ты знаешь почему? Да-да, причина – это невестка. Невестка так украсила твою жизнь, превратила твой дом в рай. Я увидел все это и решил жениться. Я хочу, чтобы на мою свадьбу невестка пришла первой. Но это не означает, чтобы ты не приходил. Эй, что случилось? Ты уснул? Алло, алло, Кульдип, мы все вместе придем. Очень хорошо. А теперь, мой дорогой, быстрее позови невестку к телефону. Слушай, Кульдип, Прия, она... Ее нет дома? Я понимаю. Около вашего дома кинотеатр. Она повела детей смотреть мультики. Конечно, точно. Пока. Пока. Я очень глупый осел. Я плохо думала о Прие, а она просто ушла с детьми в кино. Прия очень скоро вернется. Уже идет. Друзья, мы поругались, и теперь я хочу с ней помириться. Теперь я должен быть хорошим актером и начать свое выступление. Госпожа идет. Постепенно дверь открывается, госпожа входит и смотрит на меня недовольно. Затем она смотрит с гневом на детей, и дети убегают в спальню, не пожелав папе спокойной ночи. После этого она снова смотрит на меня огромными глазищами и шарк идет в спальню. Но я бегу за ней, хватаю ее за руку и спрашиваю: «Госпожа, почему вы все еще сердитесь? Поговорите со мной». Она начинает кричать на меня и говорит: «Отпусти мою руку, я не хочу с тобой разговаривать». Опять я беру ее за руку с плачущим выражением лица и говорю ей: «Любовь моя, без тебя моя жизнь ничто. Это просто ад. Я буду биться головой до тех пор, пока не умру. Ты даже не представляешь, как сильно я люблю тебя. Я буду молиться на тебя. Я вижу тебя богиней в храме». Ее лицо краснеет от гнева, и она говорит мне: «Ты лжец, ты постоянно врешь. Никто не разговаривает с богиней в таком тоне». Из ее огромных глаз капают слезы. Кап-кап. Я становлюсь расстроенным и говорю, что не хотел огорчить ее. «Я не мог сказать тебе ничего плохого». Она соглашается. «Каждый раз ты так поступаешь. Если я запишу каждое твое слово, тогда ты поймешь, как грубо, глупо и вульгарно ты разговариваешь со мной. В конце концов, что ты думаешь обо мне? Я твоя жена, я мать твоих 2 детей». Затем я подхожу к ней вплотную и говорю ей: «Забудь о том, что случилось. Ты единственная в моей жизни. Ты знаешь, о чем я думаю? Если бы ты опоздала на 5 минут, то нашла бы мое мертвое тело».
Она поспешно закрывает мой рот своей ладонью. После этого она говорит: «Нет, нет, ради бога, не говори так, потому что каждый знает, ни одна женщина не хочет овдоветь. Я получаю выгоду от слабости моей жены и обнимаю ее. Своими губами я касаюсь ее мягких губ, и после я крепче и крепче обнимаю ее. И снова счастье приходит в нашу жизнь». Алло, алло, это ты, Вишама? Сколько раз я говорил тебе, не звони мне домой. Моя жена подозревает меня. Сегодня мы снова поссорились. Слава богу, она сейчас не дома, иначе опять возникнут проблемы. Да-да, пожалуйста, прекрати. Давай прекратим этот разговор навсегда. Слушай, Вишама, если в следующий раз ты захочешь позвонить мне, звони не домой, а в офис. Я знаю, чье это любовное письмо. Это от моей любимой Прии. О, да, я прав. Дорогая, только ты знаешь все обо мне и о моей любви. Дорогая, пожалуйста, прости меня. Я так устал. Я на самом деле устал. Поэтому я хочу выпить немного виски, и после я прочитаю твое милое письмо. Спасибо. 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 Ой, извини, дорогая. Одну минуту. Все время я отвлекаю тебя. Любовное письмо от Прии. Я больше не могу терпеть твоих разговоров. Я ухожу из дома. Ты думаешь, что ты создал этот дом? Да-да, я создал. Я построил его своими руками. Это мой дом. Сегодня он стал твоим домом? Ты забыл, как ты сказал мне? Когда ты войдешь в мой дом, он станет раем. Я все сделал. Я дал тебе этот дом, детей, уважение и счастье, которое хочет каждая женщина. Не делай мне одолжения. Ты женился на мне. Брак не означает, что я продал тебе мою свободу. Я не твой слуга. А я твоя дешевая проститутка. У меня даже нет права спросить тебя, где ты был всю ночь. Я занят все время для тебя. Я работаю день и ночь. У меня что, нет права отдохнуть? Чтобы отдохнуть, ты идешь к другой женщине. Я знаю, что ты делаешь всю ночь, когда не возвращаешься домой. Ты тоже не святая. Если я не прихожу домой, ты тоже делаешь много вещей. Прекрати этот вздор. Тебе не стыдно сомневаться во мне? Да-да, я сомневаюсь в тебе. Если я бесхарактерный и отвратительный, то ты тоже. Прекрати это! Как ты можешь так говорить? Ты говоришь, я бесхарактерная? Я? Я принимаю этот дом как храм, я молюсь богам здесь, и я верю в тебя как в Бога, но ты не Бог. Ты дьявол. Кто не уважает мать своих детей, тот не уважает свою мать тоже и сомневается в ней тоже. Замолчи, не смей говорить о моей матери, иначе я убью тебя. Убью! Убью! Да, убей! Убей меня! Мы уходим из этого дома. Подальше от тебя. Тебе незачем уходить. Это я от тебя ухожу и никогда не вернусь.
Прия, ты сумасшедшая! Преступница! Грешница! Ты позор всех женщин! И твой рай, и твой ад – все внутри этого дома. Когда твоя нога ступает за дверь этого дома, ты совершаешь величайший грех. Ты индийская женщина, и ты моя жена. Во время нашей свадьбы ты поклялась у священного огня, что мы будем жить вместе и умрем вместе. Ты сбежала от меня. Ты заморала свою репутацию, и теперь ты думаешь, что я прощу тебя? Я позволю тебе приблизиться ко мне? Нет, нет, я не прощу тебя. А мои дети? Кто разрешил тебе забрать их с собой и разрушить их жизнь? Я не позволю тебе оказывать свое дурное влияние на моих детей. Я заберу их у тебя. Я посмотрю, как ты сможешь забрать у меня моих детей. Полицейский участок. Полицейский участок. Алло, инспектор Хариш слушает. Чем могу вам помочь? Чем я могу вам помочь? Алло, алло. Что я делаю? Я звоню в полицию. Теперь эту информацию узнает весь город. Только посмотрите, моя репутация, мой престиж, мое имя, все заработано тяжким трудом. Теперь все разрушено, замарано. Люди ничего не скажут тебе, позор ляжет на меня. Люди будут тыкать в меня пальцами, говорить, что моя жена сбежала с моими детьми. Ты разрушила мою жизнь. За это я никогда, никогда не прощу тебя. Ты думаешь, я не смогу жить один? Я умру один? Я останусь в этом доме, я буду жить здесь и покажу тебе. Я смогу жить без тебя. Я останусь жить здесь и не буду ни от кого зависеть. Я все смогу делать сам. Пока мои руки и ноги здоровы, я буду все делать сам. Если кто-то думает, что окажет на меня давление и я сдамся, он ошибается. Меня не просто сломать. Придет время, и я покажу, кто я на самом деле. Я помню, как в тот день в том ресторане я увидел твое ужасное лицо. И на весь этот ужасный ресторан только один стул был свободен напротив тебя. И я сел на него. Простите, если позволите, могу ли я присесть здесь? Садитесь. Спасибо. Официант, чашку кофе. Да, сэр. Вирна, дорогая, где твое лицо? Я не вижу его. Рустом, что ты делаешь? Я запуталась в твоей бороде. Дурманит дымом сигарета твоя. Планета кружится. Мне кажется, я пьян. Замолчите. Занимайтесь своим делом. Кофе, сэр. Официант, счет, пожалуйста. Что? Ваш кофе. Простите.
Дорогая, где твоя талия? Там, где твои руки. Это пузо, а не талия. Вот как? Не щекочи меня. Все смотрят. Дорогой, почему ты не ешь? Кушай, кушай. Я закажу для тебя еще одну тарелку. А где твоя тарелка? Моя тарелка. Но ты же ешь из моей тарелки. Тогда где моя тарелка? Твоя тарелка. Твоя тарелка. Кажется, я видел вас раньше. Меня зовут, я вас знаю. Вы студент городского университета и очень хороший оратор. Последние 2 года вы выигрывали кубки. Ваш счет, госпожа. Это невозможно, ведь мы уже знаем друг друга, и теперь я оплачу ваш счет. Что за черт? Почему вы схватили за руку мою сестру? Брат, ты лучше помолчи. Я просто хочу оплатить счет. Если ты оплачиваешь счет, то думаешь, можешь хватать ее? Вы неправильно меня поняли. Я понял тебя, придурок. Очень хорошо понял. Майор, следите за своим языком. Заткнись. Это была наша первая встреча, и я был очень зол. И я готов был переломать все кости твоего брата. Но я подумал, что отомщу другим способом. Я сделаю твоего брата моим Шурином. Сделаю моим Шурином. Прекращай работу. Уже поздняя ночь, а ты все еще ничего не ел, не пил. Попей немного молока. Ты слышишь меня?
Я вас знаю. Вы студент городского университета, и вы очень хороший оратор. Последние 2 года вы выигрывали кубки. Дорогие леди, джентльмены и студенты, снова Анил Мехра выиграл этот приз. О вековом доме он представил свое мнение очень красиво и экстраординарно. Он доказал, что дом – это храм, и я уверен, что когда он женится, он превратит свой дом в рай. Привет! О, привет! Ваша речь была превосходной. Вам понравилось? Да, очень понравилось. Да, ваш брат не пришел с вами? Привет, красавчик! О, поздравляю, это была хорошая речь. В прошлый раз мы поругались с тобой, я надеюсь, ты простил меня? Хорошо, я прощаю вас, майор. Ладно, Прия, я пошел. Ты остаешься? Да, брат. Хорошо, пока. Пока, майор. Привет. Привет. Когда мы снова встретимся? Когда скажете? Завтра? Послезавтра? Нет. Через 2 дня? Нет. Тогда когда же? Однажды, в какое-то время, в каком-то месте, в конце концов, мы встретимся. Пока. Какая девушка? Какая девушка? Какая девушка? Сегодня я думаю о Боге.
Почему ты так внимательно смотришь? Я смотрю и думаю, как это возможно. Что? Ты была в моих мечтах. Я думал, это возможно только в мыслях поэтов. Такая красивая девушка тоже возможна в реальной жизни, у которой длинные-длинные волосы и такие шелковистые, большие-большие глаза, как у лани. Ее тело, как веточка с цветами, ее походка так прекрасна. А когда она говорит, словно колокольчики звенят в браслетах, в ее проборе отражается блеск звезд. Но сегодня это не мечты. Ты явилась передо мной. Правда? Да. Я могу коснуться тебя. Я могу обнять тебя. Я чувствую жар твоего тела и твое дыхание. Прия, Прия, подойди ближе ко мне. Нет, нет. Почему? Почему, Прия? На моих губах помада. Она может остаться на твоих губах. Сколько раз я говорил тебе, когда ты идешь на свидание, не крась губы. Хорошо. Завтра не накрашу. Я не знаю, когда наступит это завтра. Прия, Прия, каждый раз ты меняешь мое сегодня на завтра. Прия, ты такой нетерпеливый. Да, Прия, я нетерпеливый, очень нетерпеливый. Прия, я не могу оставаться вдали от тебя. Я не могу, Прия. Все мое тело горит изнутри. Прия, обними меня. Обними меня, Прия. Анил. 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 Ты мужчина. Ты должен контролировать себя. Если ты будешь продолжать, я могу потерять контроль над собой. Я утону в этом чувстве. Не вынуждай меня совершить эту ошибку. Из-за этого я буду чувствовать стыд всю жизнь. Анил. Анил. Ты не настолько слаб. Ты не настолько слаб, Анил. Ты не настолько слаб. Ты не настолько слаб, Анил. Ты не настолько слаб. Нет, Прия, я очень слаб, очень слаб. Внутри меня пылает большой огонь. Я не могу контролировать эту страсть. Прия, погаси мой пожар. Погаси мой пожар. Погаси мой пожар. Прия, да. Если этот дождь будет идти всю мою жизнь, я вымокну под ним. Твоя любовь — это дождь, твоя страсть — это дождь, а я мокну и мокну под ним. А после я устану от этого, совсем вымокну. Я обниму тебя и буду стоять так до тех пор, пока не кончится жизнь. Да-да, я тоже хочу этого. Дождь, сильный дождь. Я утону под ним. И ты всегда со мной, всю жизнь со мной, до последнего дыхания. О чем ты думаешь? Я думаю, ты... Что? Прия, выходи за меня замуж. Войди в мою жизнь навсегда. О чем ты думаешь? Я думаю, ты... Что?
Прия, ты не ответила на мое предложение. О, Прия, выходи за меня замуж. Да, я выйду. Конечно, выйду за тебя. Очень скоро. Доктор, поздравляю, у вас сын. Сын, мальчик. Спасибо, доктор. Как он выглядит? Могу я его увидеть? На одном дыхании вы задали так много вопросов. Можете пойти посмотреть. Спасибо. Так похож на меня. Вылитый я. Глаза, нос, уши, все как у меня. Просто вылитый я. Вылитый я. Ты такой собственник. Нет, он на тебя тоже похож. Губки почти как у тебя. Розовые, прекрасные, как лепестки роз. Прия, сегодня ты выглядишь так очаровательно. Ты такая красивая. Ни одна женщина в мире не сравнится с тобой. Чего тебе надо? Каждый год рожаешь мне по ребенку и выглядишь все такой же красивой. Люблю тебя, люблю тебя. Посмотри на себя. Ты простужен. Я знаю, что ты шел под дождем, чтобы повидать меня. Теперь поскорее иди домой и прими таблетку от простуды с горячей водой и ложись спать. Хорошо. Не забудь. Нет, запей горячей водой. Конечно. И послушай. Да, не ложись поздно. Не лягу поздно. Очень хорошо. Сначала у него родилась девочка, потом мальчик. Это подарок Бога. Зачем ты поминаешь Бога? Это все благодаря его усилиям. Все, семья укомплектована. Кто-нибудь снимите меня со стола. Ну вот, постыдись, Шьяма.
Он уже отец двоих детей, а я все еще холостяк. Кто-нибудь, обратите на меня внимание. Ну что за комедия в самом деле? Мистер Анил, не желаете выпить? Спасибо. Мне кажется, я вас видел раньше. А вы видели всех девушек в этом городе? Да, я видел всех красивых девушек в городе. Я думаю, вы не из этого города. Да, я из Монте-Карло, Монако. Прекрасно. И как вас зовут? Шьяма. Шьяма. Выпьем за самую прекрасную Шьямму. Выпьем, выпьем. Дорогая Шьямма, началась музыка. Пойдем танцевать. Мистер Адвани, отстаньте. Анил, мы здесь. Удели и нам немного времени. Иду, иду. Мисс Шьямма, мы еще увидимся. Много раз. Конечно, конечно. Дети, дети. Люди без отдыха производят детей. Люди только и говорят об этом. Еда готова, но некому подать. Я думаю, вы очень проголодались. Ужасно. Вы совершенно правы. Пожалуйста, принесите мне куриный сэндвич. Конечно, конечно. О, моя бесценная любовь. Ты не понимаешь. Я говорю об истинной любви. Ты сидишь напротив меня, а я лишь смотрю и смотрю на тебя. В глубине своего сердца я поклоняюсь тебе. Я верю в тебя, как в богиню, и приношу тебе цветы любви. Ну, а я просто сижу. Что мне делать? Направь на него вентилятор, иначе мухи сядут ему на голову. Глупый Кульдип, почему ты просто не сделаешь ей предложение? Жизнь станет раем. Дурень, зачем ты выдаешь меня? Ты же знаешь, я ни на ком не хочу жениться. Вот как? Тогда зачем ты морочишь меня так много дней? Прости, ты неправильно меня поняла. Замолчи. Тишина, тишина, тишина. Мистер Анил. Да, сэр, иди сюда. Я здесь. Кто-нибудь дайте бутылку шампанского. А теперь мистер Анил откроет бутылку шампанского. И мы все вместе поднимем тост за новорожденного сына Анила. Отлично! Отлично! Замечательно! 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 О, да! Это за моего сына! За моего сына!
О, Шьямма, подруга из Монако. Спокойной ночи. Спи крепко. Спи крепко. Я сын Бога. Дорогая, должна меня простить. Я не принял таблетку. Постепенно ночь уходит. Прячется луна. Ночь уходит. Уже 2 часа ночи, а госпожа все еще в детской. А я не могу уснуть без нее. Ну что тут скажешь? Дети стали моими соперниками. Ай-яй-яй, Паван, как нехорошо. Прошлой ночью ты написал в кровать. И сегодня снова. Извини, мама, я больше не буду. Мама, Паван плохо сделал? Очень плохо. Мама, Паван щипает меня. Паван, не балуйся. Давай ложись. Гита, иди в свою постель. Ложись. Вот молодец. Мама, мама, я боюсь. Боюсь. Ложись с нами. Как я могу здесь спать? Сынок, у тебя очень маленькая кровать. Тогда мы пойдем спать в твою комнату. Нет-нет, спите здесь. Не бойтесь. Я спою вам красивую песню.
Иди сюда. Уже 2 часа. Как я пойду? Дети не отпускают. Просят лечь с ними. А мне тогда куда идти? Иди в большую комнату. Я уложу детей в нашей спальне. Давай быстрее, иначе я не усну всю ночь. Очень ты нетерпелив. Иди. Мама, твоя комната такая большая, а наша комната такая маленькая. Для тебя мы тоже сделаем большую комнату, Гита. А теперь оба спите. Нет-нет, мама, я не буду спать с Гитой. Паван, Гита твоя сестра. А теперь спи. Давай, ложись, ложись. Папа! Папа! Паван, ты все еще не спишь? Папа, ты сказал нам с Гитой спать на разных кроватях. Тогда почему вы с мамой спите на одной кровати? Послушай, Паван, не надо этих разговоров. Иди и ложись спать. Хорошо, сынок? Папа, сегодня я буду спать с тобой, а Гита будет спать с мамой. Паван, ты очень мне мешаешь. Сейчас же иди спать. Молодец. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Папа, расскажи мне сказку. А после этого ты уснешь? Да, папа, обещаю. Ну хорошо. Однажды Паван взял ружье и пошел на охоту в лес. Какое ружье, папа? 303. Неожиданно одна овечка подбежала к Павану и стала плакать. «Паван, спаси меня! Спаси меня! Спаси меня! Иначе тигр убьет меня!» Паван погладил овечку и сказал ей: «Не плачь, я убью тигра». В тот же момент пришел тигр, увидел Павана и сказал: «Паван, уходи отсюда, я съем овечку». Паван ответил: «Послушай, тигр, если ты убьешь овечку, я застрелю тебя». Тигр закричал, а Паван стал стрелять, и пули попали в тигра, и он убежал в лес. Паван подошел к овечке, и она сказала ему спасибо. Спит? Вот и хорошо. Эй! Что? Паван уснул. Теперь и ты тоже спи. Чего? Теперь я понял. Ты отправила Павана ко мне. Сколько раз я тебе говорила. Сейчас дети подросли. Они уже все понимают. Завтра купи 2 кровати. Хорошо, я куплю. Но что? Вчера я присмотрел бриллиантовое ожерелье для тебя. Правда? Я думаю, не стоит покупать это ожерелье. Послушай. Я люблю тебя. Скажи еще раз. Не 1 раз, а 100 раз я повторю. Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Прия. Да. Ты такая хорошая. Ты купишь мне ожерелье? Не одно. Я куплю тебе 1000 ожерелий. Ты моя жизнь. Правда? Да. Мама! Папа! Мама! Сынок, я бегу, бегу! Бегу, бегу! Я рассказал Павану сказку. Паван убил овечку. Не овечку. Я убил тигра. Паван выстрелил в тигра, и тигр убежал в лес. А овечка сказала спасибо Павану и пошла есть травку. А Паван вернулся домой. Он покушал, послушал папину сказку и пошел спать. Спи, сынок. Молодец, молодец.
Я построил красивое бунгало. И вся моя семья теперь живет в нем. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे जिसमें कुनबा सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, ओहो सोने का बंगला, एक बंगला बने न्यारा। Где она? Где ты? Отзовись! Что ты кричишь? Я готовлю для детей завтрак. Паван, пей молоко. Нет, мама, я не буду пить молоко. Допивай молоко быстрее. Я опаздываю. Молодец. Ты разбила тарелку. Да-да, ты разбила тарелку, подаренную твоим отцом. Где мой тальк? У тебя привычка каждый раз кричать. Я поставил его на туалетный столик. Сколько раз я говорил тебе, не бери мою расческу, мне это не нравится. Почему ты не пользуешься своей расческой? Ты будешь кричать оттуда или спустишься вниз? Завтрак остынет. Я пойду в таком виде или оденусь сперва? Где моя одежда? Ты что, ослеп? Не видишь, что твоя одежда лежит на кровати? О, вижу. Большое спасибо. Пусть дети поторопятся. Сегодня я отвезу их в школу. Давайте скорее, папа отвезет вас. Нет, мы не поедем в школу с папой. Ну что это? Где пуговка? А это не поглажено. С тех пор, как в доме появились дети, ты совсем обо мне не заботишься. Что еще случилось? Взрыв мозга случился. Снова и снова одно и то же. Очень идиотская ситуация. В этом доме никто не заботится обо мне. Это брюки, это рубашка. Сожги их. Все время дети, дети, дети. У тебя есть время только для детей. Еда для детей, сказки для детей, мультики для детей. И у тебя есть время спать с ними ночью. А для меня у тебя нет времени ни днем, ни ночью. Все говорят, что моя жена превратила этот дом в рай. Прекрасный рай, в котором я живу голым. Ты знаешь, что этому глупцу некуда идти. Отовсюду он вернется домой. Если у тебя нет времени, я пойду сегодня в трусах. Что тут страшного? Люди будут надо мной смеяться? Ну и пусть. Они поймут, какая у меня хорошая жена, как она обо мне заботится и в каком виде отправляет из дома. Что ты делаешь из мухи слона? Так кричишь. Подожди, я пришью пуговку к брюкам. Нет, я не хочу пуговку, я не хочу штаны, я не хочу рубаху. Ты делай свою работу, а я буду делать свою работу. Сегодня я пойду голым. Слышала? Я пошел. Тебе не стыдно идти раздетым? Почему это мне должно быть стыдно, а не тебе? А спросят, я сошлюсь на тебя. Поклянись детьми, что не пойдешь в таком виде. Довольно этих глупостей. Каждый раз пользуешься моей слабостью. Ничего не случится с клятвой. Это мои дети, не твои. Иди. Папа, папа. Стыдись. Стыдись. Прекратите, иначе я побью вас. Паван, Гита, вот я вам. Сейчас вы получите. Я вам задам. Куда все побежали? Что ты творишь? С детьми ты сам становишься ребенком. Ты замолчи. Сегодня я проучу их. Ломай. У нас так много вещей. Ломай все в доме. Паван, Гита, где вы? А, вы здесь? Папа проиграл. Папа проиграл. Я проиграл. Сегодня я поймаю вас и научу палить из ружья. Ешь яблоки. Ешь бананы. Ешь апельсины. Подождите, я вас сейчас поймаю. Тогда берегитесь. Я поймал Павана. Я поймал Павана. А теперь скажи, кто выиграл? Папа, Паван, чей сын, папин или мамин? Папин.
Паван хороший мальчик. Вот твоя рубашка, вот твои брюки. Я пришила пуговицу. Теперь быстрее вези детей в школу. Ах да, не забудь вечером купить 2 новые кровати. दिल कहीं और चल, घर की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई नया है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई नया है मेरे दिल कहीं और चल। जब घर में सारे सोते हैं, हम उनकी याद में रोते हैं। जब घर में सारे Почему ты кричишь? Хочешь детей разбудить? Я не хочу разбудить детей. Я хочу разбудить тебя. Зачем ты разбудил меня? Ты же знаешь, что мне утром рано вставать. Я должна подготовить детей к школе. Когда-то я был для тебя важнее всего. А теперь дети? Да. А теперь спи. Пришел посреди ночи пьяный и всем мешаешь. Вот как? Теперь я мешаю тебе спать. Забыла те дни, когда мы оба не спали по целой ночи?
Что случилось сейчас? Ты не знаешь, что случилось? Раньше ты не бывал дома только днем, а сейчас и ночью тоже. Дорогая моя, у мужчин всегда есть работа. Я знаю твою работу. Почему ты спел мне, как сильно ты устал от дома? Прекрасно. Ты даже слышала? О, мое сердце! Уйдем отсюда. Да, я слышала, и это тоже. Я даже видела твое стриптиз-шоу. Замечательно. А теперь оставь свой гнев и иди ко мне. Сегодня ты выглядишь как невеста. Ты в том же самом саре, которое было на тебе в день свадьбы. Что случилось? Посмотри на свое состояние. Ты даже не помнишь, что сегодня годовщина нашей свадьбы. Годовщина? Какой же я глупец. Я и забыл. Я о том и говорю. Ты все забыл. Ты забыл даже обо мне. О доме и о детях. Ты знаешь, как долго дети ждали тебя. О, Прия, любовь моя, прости мне мою ошибку. Иди ко мне и обними меня скорее. Я не пойду. Не пойдешь? Конечно, не пойду. Нет? Нет. Ну, хорошо. Посмотрим, как ты не пойдешь. Спокойной ночи. Ты дикарь. Ты животное. Невыносимый. Как ты думаешь, мне не больно? Совершенно безжалостный. Ты говоришь о далекой девушке? Подожди, я сейчас к тебе подойду. Я напомню тебе о твоем обещании. Получай, получай, на тебе. Подойти ближе к тебе? Это обещание. Получай за свое обещание. Не бей меня. Не бей меня. Не бить? Получай, на еще, за то, что ты пришел поздно. А это за то, что не даешь мне спать. Ты не мог прийти раньше? О, боже мой, я делаю все ради тебя и детей. Как я мог прийти раньше? Только ты работаешь, а другие нет? А теперь тихо, я хочу спать. Засыпаю. Не дал мне спать, а теперь я посмотрю, как ты будешь спать. Забудь, забудь, это не имеет значения. Будешь продолжать, я отправлю тебя с твоей кроватью спать в другую комнату. Я не могу спать в своей комнате? Смотри, что я с тобой сделаю. Что ты делаешь? Зачем ты пришла в мою кровать? Отпусти мое одеяло. Я не отпущу, не отпущу. Послушай, я не хочу твоей любви. А ты говорила не будить тебя. Я дразнила тебя? Как долго ты хочешь дразнить меня? До тех пор, пока ты будешь любить меня. Я буду любить тебя всю мою жизнь. Все так же? Да, так же. Эта любовь никогда не пройдет? Никогда? Никогда? Как она может пройти? Ты моя жизнь, ты мое сердце, моя любовь. Знаешь, я умру, если ты отдалишься от меня. Я никогда не отдалюсь от тебя. Теперь не приходи поздно. Больше не буду. И ты не будешь пить. Не буду больше пить. Обними меня. Я твоя. На всю мою жизнь. На много последующих рождений. Только с тобой. Точно так же. Прия. Да. Прия. Да. Прия. Да. Он все еще спит.
Вставай, дорогой. Просыпайся. Просыпайся, чай остынет. Вставать? Не мешай мне. Тебе не надо на работу? Посмотри, который час. И после этого он мне говорит, что опоздал из-за меня. Я очень устал, дай мне поспать, пожалуйста. Ну, раз ты говоришь «дай поспать», я больше не буду делать для тебя чай. Не забирай чай, дай мне поспать. Прия, ты не даешь мне жить. Ты ушла из дома. Уходи из моих воспоминаний. Уходи из моих воспоминаний. Уходи, уходи, уходи. Папа пришел. Папа пришел. Папа пришел. Папа пришел. Папа Тигр. Очень хорошо. Моя стена. Сколько раз я говорил, рисуйте на доске для рисования. Но эти дети... Мама, овечка. Точно овечка. 24 часа она блеет, как овечка. Снова они испортили стену. Паван, Гита, это что, шутки, что ли?
Ну что мне теперь делать? Вы слышите? Я закрасил стену, а вы опять заморали ее. Куда оба попрятались? Папа! 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 Паван! Гита! Вы снова это сделали? Теперь я вам не дам сбежать от меня. Ну, довольно дурдома. Бежим! Бежим! Они совершенно испорчены. Сегодня я накажу их. О, мои волосы! Мои волосы! Паван! Гита! Сегодня я точно накажу вас. Сегодня я поймаю вас. Вы и ваша мать так сильно напрягаете меня. Изрядно надоедаете мне. Папа не может бегать. Папа не может поймать нас. Так папа не может быстро бегать? Бегите, бегите. Давайте, бегите. Паван, сынок, остановись. Гита, стой. Я закружился. Завертелся с вами совсем. Папа проиграл. Остановитесь. Паван, вы совсем закружили меня. Твои дети в один прекрасный день убьют меня. Папа, 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 папа.
Паван! Я пришел! Я пришел, сынок! Я пришел! Паван стреляет в меня! Полиция! Полиция! Помогите! Паван стреляет в меня! Паван, прости меня. Теперь я никогда не буду ругаться с твоей мамой. Я обещаю, обещаю. А теперь убери свое ружье. Руки вверх. Смотри, как я обманул тебя. Обманул, обманул. Теперь скажи, чей ты сын? Чей сын? Почему ты молчишь? Паван! Паван! Мой сын! Мой сын! Обиделся на меня! Куда ты ушел? И оставил своего папу одного. Мой сын! Папа так по тебе скучает, так скучает. Вернись к папе, Паван! Вернись к папе! Паван! Мой сын! Вернись! Куда ты ушел? Мой сын, Паван! Я не могу жить! Я не могу жить!
Я не могу жить. Я не могу жить. Они оставили меня одного. Совершенно одного. Эти воспоминания убивают меня. Они убьют меня. Нет, нет, нет. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Этот дом. Этот дом превратился в лес. Повсюду в этом доме огонь. Я потушу этот огонь. Я потушу этот огонь. Я разрушу этот рай. Разрушу. Я выброшу из своей головы все эти воспоминания на всю свою жизнь. Нет. Нет. Я один. Совершенно один. Все забыли обо мне и стали чужими. Стены этого дома знают меня. Каждый угол этого дома знает меня. Много ночей я провел здесь в одиночестве. Так много ночей. Сегодня я задыхаюсь. Я задыхаюсь. Что это за место? Раньше я был здесь? Почему это зеркало так смотрит на меня? Почему на этой расческе так много волос? Это звук чьих браслетов? Чей это голос? Слышен повсюду. Здесь кто-то есть. Здесь кто-то есть. Нет, 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 это не я. Это не я. Это не я. Я ничего не сделал. Я ничего не сделал. Нет. Прия, 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 Прия. Прия, ты была моей мечтой. У меня не было никакой связи и никаких отношений с тобой. Никаких отношений с тобой. Я прекращу эту мечту. Я разрушу этот дом. Никто не живет в этом доме. Никто не живет. Теперь никто не войдет в этот дом. Никто не войдет. Никто не войдет. Прия. Прия. Моя Прия.
भवा ऊर्जे द्विपदी भवा प्रायस्पोषाय त्रिपदी भवा मायो भव्याय चतुष्पदी भवा प्रजाभ्यः पञ्चपदी भवा ऋतुभ्यः षट्पदी भवा सखा सप्तपदी भवा Паван, Гита, очень хорошо вы сделали, ушли от меня. Я не имею права быть вашим отцом. Прия, Прия, перед священным огнем я дал тебе так много обещаний. Я не выполнил их. Не выполнил. Я не смог выполнить. Не выполнил. Не выполнил. Прия, я обманул тебя. Я предал тебя. Я разрушил счастье этого дома. Этот дом был храмом. И я разрушил чистоту этого дома. Я превратил рай в ад. Я грешник. Я грешник. Я не имею права жить. Прия, пожалуйста, прости этого грешника. Прия, прости этого грешника. Прости меня, прости этого грешника. Прости. Прия. Если бы не наши дети, я бы сделала то же самое. Я довела тебя до такого состояния. Если бы я не ушла из дома, ты бы никогда этого не сделал. Ты бы никогда не сделал этого. Прия, Прия, ты даже не знаешь, как сильно я люблю тебя. Я преклоняюсь перед тобой. Без тебя жизнь, как смерть для меня. Прия, Прия, ты богиня. Богиня, Прия. Нет, я не богиня. Я не богиня. Зачем я ушла от тебя? Почему мои ноги вывели меня из этого дома? Накажи меня, накажи меня. Нет, Прия, нет, Прия. Я забыл свою богиню. Я забыл свой дом. Я забыл своих детей. Ты пришла, и наступил мой рай. Прия, наступил мой рай. Папа, мы пришли. Паван, Гита, детки мои. Как вы оба? Как вы? Как вы?
Папа, почему ты плачешь? Ты же тигр? Да, сынок. Твой папа тигр. Твой папа тигр. Ну ладно, дети. Теперь идите в свою комнату. Идите. Хорошо, папа. Мама, пойдем с нами. Пойдемте, дети, пойдемте. Мама, а папа хороший? О, боже. Да, сынок, ваш папа очень хороший. Наш папа хороший. Наш папа лучше всех. Снова счастье пришло в печальный дом. Вернулись звуки смеха и счастья. Снова пришел свет в этот дом. Муж и жена ссорятся, но после становятся одним целым. Они сердятся друг на друга, но потом договариваются. Дом снова становится все тем же домом, где живут счастье, любовь и уважение. Фильм переведен и озвучен по заказу Марии Нестратовой. Перевод Бхаргав Дикшит и Евгения Халтурина. Озвучивала Настя.